Всем привет, меня зовут Василя, это канал о вязании. Если вы любите вязать или хотите научиться, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В данном мастер-классе решила показать, что можно связать из остатков трикотажной пряжи. У меня оставались вот такие вот яркие цвета, и я решила связать такую единорожку. Такая единорожка отлично украсит детскую комнату, и любая девочка будет ей рада. Для вязания нам потребуется крючок номер 6, ножницы и фетр белого и черного цвета для того, чтобы сделать глазки. Глазки я приклеивала термопистолетом. Корзинка размером получилась по донышку 13 сантиметров и высоту 10 сантиметров. Так как я вязала из остатков трикотажной пряжи, я приблизительно вам могу сказать, что на донышко у меня ушло где-то 60 грамм трикотажной пряжи. По цветам, вот на два ряда у меня уходило приблизительно по 40 грамм. Вверху последний ряд с ушками побольше, грамм 60. И здесь уже немного на рог и на гриву. Если, допустим, у вас не хватает на 2 ряда, можно чередовать и провязать, допустим, каждый ряд разного цвета. Так, я думаю, тоже будет очень красиво и интересно. Итак, приступим к вязанию корзинки. Делаем кольцо амигуруми, ложим нить на пальчики, обхватываем крест-накрест, с обратной стороны придерживаем мизинчиком. Заводим под первую петлю, вторую захватываем. Отпускаем колечко. Петельку сильно маленькой не делайте, чуть вытяните побольше и провязывайте столбик. Далее в кольцо мы должны набрать с вами еще 5 столбиков без накида. С учетом первого столбика всего будет 6. Провязываем еще 5. Делаем соединение первого ряда. Колечко затягиваем. Вытягиваем петельку и находим первую косичку сверху. Вот она. Заводим крючок с обратной стороны и петельку захватываем. Далее находим наш самый последний столбик. Вот он. Заводим крючок в центр галочки и накидываем петельку на крючок. Теперь берем рабочую нить, подтягиваем, захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Провязываем столбик. Далее снова в это же отверстие провязываем еще один столбик, так как во втором ряду мы будем провязывать по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. Вводим крючок в это же отверстие и провязываем еще один столбик. Находим следующий столбик, это самый наш первый столбик, заводим крючок. С этой стороны крючок должен выходить по центру, вот в этих местах. В центре галочки вводим, и с этой стороны выходит ровно по центру. Провязываем сюда снова 2 столбика. Находим следующую галочку, вводим крючок в центр. И снова провязываем 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. И всего у нас во втором ряду получится 12 столбиков. Второй ряд вяжется немного туго, но последующие ряды будет вязать проще.
Довязываем до конца, сделаем соединение. Делаем соединение второго ряда, вытягиваем петельку, заводим крючок под косичку, захватываем петлю, протянули. В крючок вводим в последний наш столбик, центр галочки, накидываем петельку на крючок и затягиваем. Захватываем рабочую нить, втягиваем петлю и провязываем столбик. Последующие ряды соединяться будут точно таким же образом. Далее в третьем ряду у нас будут идти прибавки через один столбик. Сейчас мы провязываем снова в это же отверстие еще один столбик. Далее в следующую галочку мы провязываем одинарный столбик. В следующую снова 2 столбика. После 2 столбиков снова 1. Итак, чередуем до конца ряда, делаем соединение и переходим на 4-й ряд. В третьем ряду у нас должно получиться 18 столбиков. В 4-м ряду между прибавками у нас будет по 2 одинарных столбика. Снова в это же отверстие провязываем еще один столбик. Вот у нас прибавка. Далее провязываем 2 одинарных столбика. 1 и в следующую галочку 2. После 2 столбиков снова провязываем прибавку. После прибавки идет 2 одинарных столбика. 1 и 2. Итак, довязываем 4-й ряд до конца. Между прибавками по 2 одинарных столбика. В 4-м ряду получиться должно 24 столбика. 5-й ряд делаем сразу же прибавку. После прибавки провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. После 3 столбиков делаем прибавку. Далее снова провязываем 3 одинарных столбика и делаем прибавку. Получается, в 5-м ряду между прибавками у нас по 3 одинарных столбика. В 5-м ряду должно получиться 30 столбиков. Довязываем до конца. Вяжем 6-й последний ряд донышка. Делаем снова прибавку сразу же в это отверстие. Далее между прибавками в 6-м ряду у нас будет уже по 4 столбика. Всего в 6-м ряду будет 36 столбиков. Провязываем 4 столбика. Провязали 4 столбика. Теперь делаем прибавку. И после прибавки снова провязываем 4 столбика и делаем прибавку. И так довязываем до конца ряда, последний 6-й ряд. Довязали 6-й ряд. Сейчас мы сделаем соединение. И немного будет она по-другому, потому что я хочу провязать вдоль всего круга соединительными петлями, для того, чтобы при вязании стеночек у нас осталась вот эта вот косичка. Поэтому нить укладываем вперед, вот сюда вот на лицевую сторону. Немного вытягиваем петельку, крючок заводим под косичку, захватываем нить. Теперь переворачиваем наш круг. Заводим крючок в петельку. Крючок вводим вот сюда, вот в отверстие будем вводить. Вот в первое самое вводим крючок, захватываем рабочую нить
и провязываем соединительный столбик. Далее вводим в следующее отверстие и снова соединительный столбик. И таким образом по краю донышка до конца проходим соединительными столбиками. Вот таким образом довязываем до конца. Еще нам необходимо будет спрятать кончик нити перед тем, как мы перейдем к вязанию стеночек. Провязали до конца, теперь нам необходимо обрезать нить. Вытягиваем полностью. Заводим крючок под косичку. Вытянули нить. И теперь мы должны ее завести вот сюда. Теперь мы будем провязывать стеночки, будем укладывать ее вдоль и провязывать вместе. Переходим к вязанию первого ряда, берем нить другого цвета и заводим крючок под вот эти вот косички, которые мы провязывали сверху донышка. Вот заводим крючок и вытягиваем петельку. Вытянули и провязываем столбик. Далее весь первый ряд мы вяжем столбиками без накида и крючок вводим под вот эти косички. Для того, чтобы у вас галочки выходили ровные, нить держим бороздкой кверху, вот так вот на пальчике. Заводим крючок под косичку, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Тогда она выходит лицевой стороной. Нить вытягиваем на высоту с петелькой, которая у вас на крючке. Сильно вот так вот вниз ее не затягивайте. Вяжите более свободно. И 2 петельки на крючке провязываем вместе. Далее снова вводим крючок под следующую косичку. Нить укладываем вдоль вязания, этот кончик. Захватываем. Вытянули. Провязали 2 петельки. Нить, которая на крючке, она не должна быть слишком свободной. Ее вот так слегка подтягивайте. Вытянули, провязали и нить подтянули. Итак, провязываем до конца ряда. И уже здесь я покажу, как сделать соединение. Делаем соединение первого ряда. Вытягиваем нить. Заводим крючок под косичку. Захватываем петлю и вытягиваем. Далее крючок вводим в центр галочки. Накидываем петельку на крючок. Подтягиваем. И вытягиваем петельку. Провязываем петельку. У нас получился первый столбик второго ряда. Последующие ряды мы будем вязать галочками в раскол. Не забывайте, что нить у вас лежит бороздкой кверху. Вводим крючок в центр галочки. С обратной стороны крючок должен выйти по центру. Захватываем рабочую нить. Вытянули на высоту с петелькой. Провязываем, нить подтягиваем. Далее снова в центр галочки.
крючок выходит по центру. Вот здесь он должен выходить. Захватываем рабочую нить, вытянули и провязываем. Заводим опять в центр. И провязываем столбики. И так провязываем до конца ряда. Довязали второй ряд. Теперь мы сделаем соединение. Следующий ряд мы будем вязать другим цветом, поэтому нить обрезаем. Вытягиваем нить, заводим крючок под косичку и вытягиваем наш кончик. Заводим нить вот сюда вот, центр косички. Итак, мы сделали соединение. Теперь этот кончик можно спрятать, вот так вот продевая за внутреннюю стеночку косички. Вот таким вот образом. Далее берем нить другого цвета, вводим крючок в центр галочки. С обратной стороны выходит по центру. Вытягиваем петельку и провязываем столбик. Далее вводим крючок в следующую галочку, втягиваем и провязываем. И так провязываем последующие ряды галочками в раскол. Как сделать соединение, я показала в первом ряду. Как поменять цвет. Поэтому меняем цвета и провязываем далее самостоятельно цветами, которые вы пожелаете. Я буду менять через каждые 2 ряда. Вы можете делать через 2 или через 1 ряд. Все по вашему желанию. Провязала я 8 рядов разными цветами. Теперь обвязку пока делать не будем. Для начала мы с вами свяжем рог. Берем крючок и набирать будем воздушные петли. Делаем петельку, провязываем и набираем еще 6 воздушных петель. Набрали 6 воздушных петель. Далее для подъема мы набираем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь мы будем вязать за вот эти вот перемычки. Вводим крючок 1, 2, 3 в 4 от крючка перемычку. Делаем накид на крючок, заводим под перемычку и провязываем столбик с накидом. Снова накид на крючок, вводим в следующую перемычку и провязываем снова столбик с накидом. Далее накид, следующую перемычку и все петельки на крючке мы провязываем вместе. Снова накид и все петельки провязываем. Далее провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Кончик нити вот этот затягиваем.
Далее набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Переворачиваем и смотрим. Вот здесь вот мы будем вязать за вот эти вот крайние петельки в обратном порядке. То есть сейчас мы провязываем столбик без накида, обычные 2 столбика. Далее делаем накид, провязываем все петельки вместе, снова накид, снова все петельки вместе провязываем, делаем накид, провязываем столбик с накидом, 2 петли, снова 2 петли провязали, следующую, и провязываем последний столбик с накидом сюда вот в крайнюю петельку. Вот мы провязали с вами рог. Теперь надо будет нам кончики спрятать. Здесь также обрезаем нить и кончик прячем вот здесь вот вдоль петелек. Теперь мы переходим к обвязке края, будем делать ушки и сразу же присоединим рог. Вытягиваем петельку чуть побольше, заводим крючок под первую косичку, вытягиваем петлю, заводим крючок между столбиками, захватываем петельку и вытягиваем. Вытянули. Теперь заводим крючок в следующее отверстие между столбиками, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Далее следующее отверстие и снова соединительный столбик. Провяжем несколько отверстий и будем делать ушко. Теперь будем провязывать ушко. Для этого делаем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Делаем накид на крючок, переворачиваем и вводим крючок во вторую перемычку. Вот она первая, во вторую. Провязываем все петельки на крючке вместе. Далее накид в следующую перемычку. И снова все петельки провязываем вместе. Далее накид на крючок в последнюю перемычку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петли и еще 2. Далее мы пропускаем 3 отверстия. Раз, два, 3. В четвертую вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Провязываем еще 2 отверстия. И здесь уже будем присоединять рог. Вводим крючок в отверстие. Захватывать будем вот здесь вот внизу петельки. Вот вводим в крайнюю. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем. Провязываем соединительный столбик. Следующее отверстие. Здесь также следующее. Следующее. Здесь в центре уже.
Далее провязываем 2 отверстия. Раз, два. Третью вводим, провязали. И здесь уже делаем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И точно так же провязываем ушко. Делаем накид. Во вторую петлю перемычку от крючка. Провязываем все петельки. Снова накид. В последнюю столбик с накидом. Далее пропускаем 3 отверстия. Раз, два, три. В четвертую вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Далее до конца ряда провязываем соединительными столбиками, обвязываем край. Довязали до конца, я обрезала нить. Теперь делаем соединение. Вытягиваем петельку полностью, заводим крючок под косичку. Делали соединение, и кончик нити мы теперь прячем. Далее мы будем переходить к украшению корзинки. Я приготовила вот такие вот небольшие полоски по 40 сантиметров, где-то 35-40. И теперь мы их будем вот сюда вот завязывать. Складываем пополам. И за верхнюю вот дужку косички заводим крючок и вытягиваем. Вот так вот вытянули петельку. И сюда продеваем кончики. Затягиваем. Продели все ниточки. Теперь вот так их вот выравниваем. Ложим на бок. И вот здесь мы сейчас завяжем с вами. Берем крючок и вытягиваем. С этой стороны завязываем и кончики прячем. Здесь мы поправляем все. Кончики выравниваем и подрезаем ровненько. Вот и готова наша милая единорожка. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.